Чем женщины отталкивают мужчин сильнее всего? Но в этом вопросе мне слышится страх и желание проконтролировать, что как будто бы, если я буду знать, чем женщины отталкивают мужчин, то я смогу не отталкивать, а значит меня не бросят, да, не будет вот этого отталкивания. И это такая защитная позиция, да, скорее всего, где-то в вашей личной истории, может быть, детской и так далее, был опыт очень болезненный для вас, опыт брошенности, да, когда вас отталкивали, ну, то есть бросали. И ваши системы психических защит, они работают по принципу never again, никогда больше это не должно повториться. И э, психическая энергия, она направляется на это, на поиск, в том числе ответов, как же так себя вести, чтобы не оттолкнуть и так далее. Но парадоксально то, чего мы хотим избежать, к этому мы и приходим. Ну, потому что наше внимание постоянно направлено на это. Если вы будете искать ответ на этот вопрос, чем бы не оттолкнуть мужчину, на самом деле вы попадаете в такой вечный лабиринт. Потому что, миллион есть советов от разных тренеров, что вот его отталкивает негативная энергия, а кого-то там отталкивает, когда вы себя не любите, а кого-то отталкивает, когда вы что-то там с телом не то делаете, а этого, в общем, вы рискуете встать на путь такого вечного улучшения, знаете, как показывают вот этих несчастных, на мой взгляд, людей, которые бесконечно тело свое переделывают, да, уже там 150-е пластические операции. Вот есть такие люди, которые психически себя постоянно переделывают. Вот еще эту негативную установку возьму, вот еще это, а вот еще это негативное чувство беру, а вот здесь еще больше буду радоваться, а здесь больше позитивная энергия, а здесь подзаряжусь, а здесь еще что-то, понимаете? И вот это, то же самое, да, как на внешнем уровне себе все это переделать, да, это уже уродливо. И точно так же психически, да, это уже выглядит уродливо. Чтобы вот такой истории с вами не получилось, я предлагаю пойти чуть другим путем. Подумать вообще про тему вот этого отталкивания и притяжения, да, понаблюдать, что вас отталкивает в других людях, что вас отталкивает в себе. И попробовать это трансформировать, да, во что-то, найти в этом что-то для вас привлекательное. Лучше эту работу делать, конечно же, с психологом, да, таким образом вы ее сможете более качественно, более быстро сделать. Но в целом можно сделать это в режиме, например, ведения дневника. Просто возьмите себе, например, там, 2 месяца на эти наблюдения и каждый день пишите, да, про то, что сегодня, да, вас оттолкнуло в других людях, что вам показалось, какие у вас есть фантазии, что отталкивает других людей от вас и так далее. И вот такой способ самоанализа вам даст очень хорошее расширение внутри. Следом, да, про то, а что в этом отталкивающем может быть полезное или интересное там, для вас, для мира, для этого человека, да? Вот. Например, вас отталкивает грубая какая-то речь, там, когда человек матерится, да? Но на самом деле матерный язык, да, он имеет очень много отсылок с такими ритуальными вещами, есть на эту тему интересные исследования, на самом деле там есть связи, да, с какими-то звуками, которые, наоборот, вот в шаманских ритуалах, они считались звуками силы, да, и, по сути, это такая связь с божественным, да, каким-то образом происходит, да, и это вот другой ракурс. И вот так вот творчески попробуйте с этим поиграть, и вы увидите, что у вас, во-первых, да, у вас мир станет таким, знаете, не плоским, а таким очень-очень объемным, да, вы увидите очень интересные грани новые, это придаст больше энергии, и вы увидите, как постепенно, да, вот этот страх, что что-то может оттолкнуть, да, другого человека от вас, он будет уменьшаться, потому что, на самом деле это такая, естественно, да, немножко параноидальная проекция, что вот другой к вам враждебно настроен, его что-то такое отталкивает. На самом деле речь идет о вашей враждебности, о том, что такое вы не принимаете, что-то вы отталкиваете. Да? Когда это станет более приемлемым внутри вас, вовне этого тоже вы будете видеть меньше, и страх быть отвергнутой, страх быть брошенной, он будет уменьшаться. Когда мы принимаем какие-то новые проявления себя, новые проявления мира, мы
это не отталкиваем, принимаем внутри себя, мы становимся интереснее для других. И чем более вы целостны, тем больше люди хотят с вами быть, ну, в том числе и мужчины.